Всем привет! Сегодня у нас будет вторая часть. Мы сегодня будем делать ручку. Для начала я взяла вот такую проволоку. Это стальная проволока 8 мм в диаметре. Не обязательно брать такой диаметр, можно и потолще, и потоньше. После чего я ее обмотала бумажным скотчем и покрасила сверху той же краской, как красила трубочки. Вот в эти места, которые мы в первой части оставляли специально, мы подставляли туда шпажки. Шпажки я вытащила, и в это место мы теперь засовываем нашу проволоку, уже обмотанную и подготовленную. Просто обычный бумажный скотч. После чего мы теперь ее будем утолщать, так как у меня проволока не сильно-то толстая, но она будет очень крепко держаться, но ее надо утолщить для красоты. Тут уже вы будете смотреть, какой толщины вам нужна ручка, и будете делать по своей толщине. Вместо проволоки можно что-то и другое подставить, или просто использовать много трубочек вместе. По кругу нашей проволочки по периметру я подставляю еще трубочки. Конечно, сажаю их на клей. Полностью по всему периметру трубочки добавляем проволоки, добавляем наши трубочки. И тем самым увеличивая диаметр нашей ручки. После того, как мы добавили, мы в отдельных местах, в некоторых, берем тот же бумажный скотч и проматываем в нескольких местах нашу ручку, предварительно смазав внутри немного клеем. Клей хорошо сейчас размажем пальчиками, чтобы лишнего клея у нас никуда не вытекал. Вот видите, видно сейчас, как я обмотала бумажным скотчем. Его мы потом тоже покрасим краской, и его не будет видно. Постепенно нарастили нашу ручку аккуратно. Лишние трубочки мы обрезаем и подставляем их в нужное место. Это уже окончание нашей ручки. Обратная сторона. Осторожно вставляем каждую трубочку на свое место. И последний штрих, последние 3 трубочки аккуратно продеваем. Вот такая вот ручка у нас в результате получилась. Теперь смотрите дальше. Видите, я уже подкрасила этот скотч, и он уже коричневый, его уже видно не будет. Теперь мы начинаем наше оплетение нашей витой ручки. Примеряем немножко, чтобы наше наращивание оказалось на внутренней части ручки. Большую часть трубочки мы оставляем снаружи, мы из нее будем делать замочек. Замочек у нас требует приличной длины трубочки. Продеваем наши трубочки. Я взяла 5 трубочек, но честно скажу, нужно, наверное, больше. Будет лучше смотреться. Даже не в том смысле, что лучше смотреться, а в том смысле, что вам будет легче ее обвивать вокруг ручки. Чем больше трубочек, тем легче их проворачивать вокруг ручки. На замочек это никак не влияет. Аккуратно продеваем в каждый рядочек нашу трубочку. Трубочки должны быть увлажненные, подготовленные, чтобы вам легче было ими работать. Тут я немножко не туда продела, вытащила. Сейчас проденем. Видите, я немножко по диагонали иду слева вправо, чтобы потом ручка смотрелась красиво, замочек наш. Немножечко в сторону.
И последняя трубочка. Теперь мы пока одели коктейльные трубочки, чтобы они не подсохли, а мы с обратной стороны их нарастим. Обрезаем и делаем наращивание всех трубочек. Вот это наращивание желательно, чтобы у вас попало, старайтесь так, чтобы попало на внутреннюю часть вашей ручки. Нарастили. Теперь мы их аккуратно обворачиваем ими ручку. Раньше я такие ручки не делала. Делаю ее первый раз. Но думаю, не последний. Будем еще с вами экспериментировать. Это самая такая, одна из простых витых ручек и замочка. Оставляем внизу небольшой промежуточек и оборачиваем по кругу. Смотрите, чтобы трубочки не накладывались друг на дружку. Как только вы подходите к месту, где нужно нарастить, смотрите, чтобы наращивание у вас попадало на обратную сторону ручки. Для удобства я прикрепила прищепкой, чтобы они у меня не размотались. А мы делаем наращивание, как я и сказала, на внутренней стороне ручки. Обрезаем, наращиваем и оборачиваем дальше. После того, как мы закончили это дело, мы теперь их должны вывести в обратку. Выводим их точно так же, аналогично в той стороне корзинки. Вы подвели к нужному месту и продеваем. Можно воспользоваться спицей, но у меня трубочки на кончиках влажные, поэтому фокус этот у меня не удался. Если они у вас суховатые, то у вас должно получиться. Поэтому мы делаем по-другому. Я обрезаю кончик под острым углом, и теперь легко все у нас пройдет. И с помощью отверточки его продеваю. Так мы продеваем все наши трубочки на лицевую сторону, чтобы они были похожи так же, как и на обратной стороне корзинки.
Когда мы продели последнюю нашу трубочку, мы берем теперь самую нижнюю и будем ее зеркалить. Сначала мы продеваем по кругу, проводим осторожно, обвиваем нашу ручку и зеркально вводим внутреннюю часть. Осторожненько все поправили. Берем следующую нашу трубочку и также должны мы ее прокрутить. Но у меня не хватает длины, и я ее подрезаю. Делаю на обратной стороне ручки, чтобы не было видно наращивания. Если у вас хватает длины, значит просто продеваете внутрь и там будем прятать. И также отзеркаленно мы продеваем нашу трубочку. Освобождаем ей место и аккуратненько ее туда протягиваем. Вот такой вот крестик у нас получается. Эту процедуру мы проделаем с оставшимися трубочками. Все, мы продели все наши трубочки, получилась вот такая вот замечательная штука. Теперь разворачиваем нашу корзину с внутренней стороны и прячем все наши хвостики. Спрятать их нужно вон туда внутрь. Можно их в принципе продеть снаружи и обрезать. Можно вот так просто подрезать и туда внутрь спрятать. Если коротенькие трубочки, просто прячем. Обрезаем и прячем. А если вот такие длинные, как у меня висят, видите, 3 штучки, то можно их полностью куда-то просунуть сквозь, а потом обрезать, чтобы удобнее было продевать. Но в результате мы должны их просто подсунуть внутрь и обрезать. Аккуратно проделываем. Аналогично делаем с обратной стороны. И на этом наша ручка закончилась. В следующей части мы будем делать крышку для нашей корзинки. Вот такая вот крышка у нас будет. Так что обязательно смотрите третью часть. Это будет окончательная часть нашей корзинки. Ну а вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Всем творческих успехов и до новых встреч в новых роликах.